На данном видео представлена факоэмульсификация катаракты, осложненной подвывихом второй степени. Мы видим локальный отрыв циновых связок, который вызывает боковое смещение хрусталика относительно оптической оси глаза в сторону сохранных связок. Мы видим неравномерное углубление передней камеры факодонез и иридодонез. Через дополнительные парацентезы капсульный мешок фиксируется с помощью 4 ирис-ретракторов. Дополнительная иммобилизация капсульной сумки осуществляется с помощью имплантации внутрикапсульного кольца. Катаракта пятой степени плотности по классификации Буратто. Ядро очень плотное, имеет темный цвет с оттенком янтарного. При этом ядро занимает весь объем хрусталика. Первым этапом была проведена фемтолазерная составляющая операции. Была выполнена передняя капсулотомия и фрагментация ядра. Особенностью лазерной фрагментации ядра такой плотности является выполнение дополнительных циркулярных резов. После разделения ядра на 4 радиальных фрагмента, каждый из них делился еще на 2 дополнительными циркулярными резами с наружным диаметром до 8 мм. Ядро, образно говоря, просто нашинковано в радиальном и циркулярном направлении. Далее выполняется рутинная факоэмульсификация по технике Stop-and-Chop. Используется пульсовой режим торсионного ультразвука, который также является одним из максимально щадящих режимов. Происходит разделение и удаление фрагментов ядра хрусталика. Чоппер вводится в сформированные фемтолазером борозды, и преимущественно происходит разделение, а не разламывание фрагментов. Использование фемтолазера в хирургии такой сложной катаракты позволяет значительно уменьшить травматичность операции, поскольку снижается число манипуляций в глазу, уменьшается количество ультразвуковой энергии, снижается объем ирригационной жидкости, проходящей через глаз, снижается нагрузка на связочный аппарат глаза, уменьшается повреждающее воздействие на эндотелий роговицы. Использование фемтосекундного сопровождения в таких сложных клинических случаях оно просто незаменимо. Оно настолько облегчает жизнь хирургу, снижает риск развития осложнений как в ходе самой операции, так и в послеоперационном периоде, и позволяет получать хорошие функциональные результаты. Предметного зрения у этой пациентки не было в течение 10 лет. Выписана она была с остротой зрения 0,4-0,5.